Мы болеем малярией регулярно, и для нас это нормально. Мы уже следим за своими этими. А если ты заметил вот эту ломку при малярии, и ты выпил вот эту... Дело в том, что сами таблетки, лекарства, оно очень угнетает организм очень сильно. Вот, значит, он начал принимать синтезит до химии. И он химию, и вот эту химию, и радиацию переносил. Он делал это в Португалии, даже у нас в Африке нету этого. Ну, есть в одной стране, в Нигерии есть. Да. Консультация к кардиологу. 3 упаковки синтезита тогда стоили дешевле, чем проконсультироваться у кардиолога. Я сколько писал в разные онкоцентры, в частные, в государственные, я не получаю ответов. То есть я пишу, есть такой вот у нас эффект от синтезита, помогите вашим людям испытывать меньше неприятностей от химиотерапии, от лучевой терапии. Мы вам предоставим для тестирования образцы продукции. Вот знаете, Виктория, мне вот, я вот много раз писал, никто не ответил, ни один раз. Вот как бы, понимаете, то есть ситуация Вы знаете, какая? вот здесь тоже. Я считаю то, что вот как действует этот ваш синтезит, это не реклама, это просто как бы я своими впечатлениями делюсь. Вот я выпила 10 капель, выпила, и через сколько-то, через 1,5 часа я почувствовала заряд энергии. Я побежала в магазин. Побежала там, обходила все, надо все, позаглядывала везде. И потом прихожу, я еще могу с магазина что-то приготовить, чтобы завтра не заморачиваться на этом заряде энергии. Ну да, в этом синтезит и отличается, что он не призван компенсировать какой-либо дефицит, он призван помочь человеку восстановить кровь, чтобы вот вернулась эта жизненная энергия, сила, чтобы организм начал оздоравливаться самостоятельно. Не, Вот. ну я так думала, например, вот у меня там давление было, ну а когда там у тебя на грани вот этого инсульта, там у тебя что-то происходит, и как бы нарушение этой координации, вот такой был, вот чуть-чуть не инсульт. Вот. И бывает, вот у тебя голова кружится. Но после этого после синтезита это прекращается. У тебя, наверное, нехватка кислорода в мозгу там получается, я Ну, так в том понимаю. числе, да, в том числе. Хорошо, ладно, так или иначе, вы наши ролики видели, я почему спросил, ну, чтобы понять, как мы вот действуем, да, то есть, грубо говоря, вопрос-ответ, ваш свободный рассказ, главная позиция, что ничего придумывать нельзя, у нас политика абсолютной Нет, честности, зачем я да. придумала? У меня что придумывано? Я не знаю, я сколько раза, я не знаю, вот, 3 раза точно я его покупала. И покупала по 6 упаковок. Раз покупала капсулы и 2 раза эликсир. Эликсир мне больше понравился, потому что... Ну, потому что там не надо соблюдать до еды, после еды, молочное, там что-то такое, просто съел, капнул и все. А там надо вот это идти туда, смотреть как, чтобы не нарушить, надо подгадывать под то. Ну еще же к тому же, там же написано, надо B12 принимать за большей результативности. B12 надо принимать. Но если есть возможность, некоторые курсы B12 можно делать, да, как бы. Ну вот, а я, например, вот если я начинаю все копать там, ну, я не знаю, глубоко, не глубоко, насчет B12, когда я могу B12? B12 я могу принять на пустой желудок утром, вот. Раньше, хорошо, да, покупаешь B12, этот кобаламин вот этот такой, и тут оказывается, смотришь с ужасом, что тебе попался B12, особого выбора нету. B12 попал 5000 микрограмм. Думаешь, это же колоссальная доза, даже страшно пить ее. А потом дальше, когда вот смотришь вот эти добавки, БАДы всякие, смотришь, оказывается, эта форма B12, она плохо усвояемая. И твоих 5000 превращаются
там в ничего или, может быть, в норму дневную. Вот это нормально. Ладно, с этим уже выяснили. Значит, утром сразу проснулся, B12, вот эту таблетку. Да, а потом уже дальше в обед в течение дня накапал. Ну, если я куда-то иду, то я сразу. А если я не иду никуда, вот, то я уже капаю, когда у меня время есть. Хорошо, хорошо. Уважаемые зрители, у нас на связи сегодня Африка, насколько я понимаю, Виктория. Виктория, да. Меня Александр зовут. Вот мы общаемся, собственно говоря, о действии синтезита. Есть и определенная информация, есть впечатление Виктории и впечатление вашего мужа, по-моему, да, вы хотите еще сегодня рассказать, насколько я знаю. Да, моего мужа, но его сейчас нету. Его сейчас нету в Гане. Он же, у него было, ну да, рак был, и операция была, и вот как раз я начала покупать синтезит еще до того, как его диагностировали. И его диагностировали, и он быстро сделал операцию. И я ему предложила, вот ты должен это принять. Он не решался сразу после операции, он, может, через 2 недели принял его, но ему было хорошо. Он это отметил. Он принимал 3 упаковки, он принял, пропил. Вот через месяц после, может, через 1,5 месяца началась химия. Вот, значит, он начал принимать синтезит до химии. И он химию, и вот эту химию и радиацию переносил, хорошо переносил. Потому я не знаю, как другие люди переносят. Я знаю, вот насколько вот эти, с тем, кого я сталкивалась, он химию делал, но человек был в стационаре, когда делал химию. Ну, а он ездил на машине. Он на машине ехал туда, и после химии на машине ехал. Ну, может, первый раз он побоялся, он поехал с кем-то, его кто-то отвез туда-сюда. Вот. А потом он ездил сам. Но сейчас он уже все прошел, все курсы, все нормально у него, да? Вот сейчас он конкретно, вот сейчас, вот когда мы с вами разговаривали в пятницу, он делал этот PET-скан, посмотреть, как. Вот. Ну, там показала, что там показала? Там показала, якобы вот эти опухоли якобы нету, но что-то в носоглотке, что-то там такое. Но это может быть связано с тем, что он все-таки не пил много воды перед этим сканом, потому что он там должен пить много, очень много. И потом, а он как-то этот момент, он делал это в Португалии, даже у нас в Африке нету этого. Ну, есть в одной стране, в Нигерии есть. Но это только недавно появилось, потому что в то время, когда он должен был делать операцию, в то время там не знали, что есть в Нигерии этот PET-скан. Вот. А сделал он в Португалии. И, короче, надо показать специалисту вот результат. Вот так. Ну хорошо. Так что... А если не секрет, что вы в Африке делаете, вот в Гане? Вот чем вы занимаетесь? Живу. Давно? Да, давно. У меня мой муж учился в Союзе. Вот. И в 92-м году я уехала в Африку. И вот с этого времени я здесь и живу. У меня уже дети взрослые выросли. С Африки уже уехали. Вот. И вот так как дети у меня в России, у меня есть возможность покупать этот синтезит, потому что я пыталась, вот свой местный банк этот, он мне не давал, не разрешал проводить эту транзакцию, и потом мне уже дети покупают, собственно говоря. Ну да, да. Ну, к сожалению, вот такая ситуация. Но есть европейские сайты, да, то есть можно с Европы покупать. Вы можете заказывать с европейского сайта синтезит от наших партнеров. А в Европе у вас нет эликсира. Да, к сожалению, нету эликсира. Возможно, в будущем будет, но да, согласен. А вот, Виктория, еще такой вопрос. Мне когда Даша передавала ваше с ней общение, да, наша Даша логист, с которой вы общались,
Она говорила, что у вас вроде как бы еще есть результаты и по малярии, вот какие-то вот такие наблюдения. Да, да. У нас же малярия — это как обыденность. Мы болеем малярией регулярно, и для нас это нормально. Мы уже следим за своими этими, за самочувствием. И если ты, бывает, пропустишь, вот что действительно малярия пришла, то потом уже трудно лекарства пить, даже организм не принимает. А если ты заметил вот эту ломку при малярии, и ты выпил вот эту... Дело в том, что сами таблетки, лекарства, оно очень угнетает организм очень сильно. Вот. А можно выпить эту профилактику выпить и синтезит. И оно у тебя начинает вот эти малярийные... Вот как ты чувствуешь, если ты болеешь без синтезита, ты должен потом, и принимаешь это лекарство сильное, ты должен потом восстанавливаться 2 недели. Тебе нехорошо, ты можешь там лежать, тебе должны кушать, носить, все. Вот. А вот с синтезитом оно легко все проходит. То есть потом не надо восстанавливаться так долго или что? Да, да, долго не надо восстанавливаться. И потом обычно некоторые врачи приписывают тебе безоговорочно, приписывают вот там. Ну, я подумала, что это были очень или там маленькие дети, или какие-то очень ослабленные организмы. Блат-тоник приписывают после малярии. Я вот сколько лет я прожила, я никогда блат-тоник не пила. Ну вот когда в 2020 году меня малярия так прихватила, я пропила все прокапала уже. Дело в том, уже лекарства вводили через капельницу. И потом пропила все, что врач приписал. Но было очень тяжело, организм не восстановился. И потом, так как я все время наблюдаю за синтезитом, что-то такое, меня интернет выбрасывает. И я вот лежу и смотрю, вот железо, вот железо, оно так и так действует на организм. Тут я поднялась и поехала. А причем это было уже эпидемия. Все в городе закрыто. Ну, хоть это городок, он маленький, африканский, но там аптеки есть. Аптеки закрыты, только в госпитале. Только в госпитале аптека, она работает. Вот. Ну, я вот прихожу и говорю, мне надо блат-тоник. Он говорит, да, вот возьмите еще фолиевую кислоту к этому блат-тонику, чтобы хорошо было. Но это вот так редко, чтобы тебе так хороший такой совет дали. Да, по поводу вот этой крови. И буквально я взяла вот эту элементарный дешевый взяла блат-тоник, но я его много пила. И мне стало, я восстановилась от этого. И потом, и вот все время синтезит, там идут видео, я смотрю их, а потом уже у меня муж заболел. Вот он кашляет и кашляет все время. Ну не может, вот танзелит он не может вылечить. Но он жарко пьет пиво. Но мы списываем на то, что вот жарко, выпили пиво. Пиво он немного пьет. Выпили пиво, заболел горло. Ну, так бывает обычно. От перегрева все. Вот. Ну, я хотела ему, чтобы он попил, чтобы он наконец-то выздоровел. И потом это так долго, вот это я пыталась с банком пыталась вот это разрешить эту проблему, чтобы мне разрешили транзакцию, я поменяла карту, но все равно они не пропустили эту транзакцию, и тогда я уже попросила зятя, он мне купил его. Ну, вот, правильно, конечно. И он как раз пришел, и синтезит пришел в день операции. А я хотела, чтобы он попил перед операцией. В день операции пришел, и он побоялся его пить, он не знает, что это такое, нигде ничего не слышал, не видел, нигде не писали, ни видео не показывали. И он пропил через неделю, начал пить. Ну,
было ему хорошо, он все переживал, выпадут волосы, вот как будет реагировать, как вот эта химия, ну, это уже за химию выпадут волосы, что будет там это, будет вонять, будут волосы выпадать. Он просто очень-очень переживал, взрослый человек, да, и, ну, пил синтезит, волосы не выпали, он еще во время ходил, подстригался. Ну вот. Ну, это И, очень, и вот, это здорово, да. Я могу уточнение сделать, Виктория? А, мгм. Уважаемые зрители, да, вот у нас уже а, больше 10 видео интервью о помощи синтезита при химиотерапии, при лучевой терапии опубликовано на нашем канале. Вот когда мы снимаем это видео, опубликовано 13. Будем выкладывать, это может быть 14 будет видео про непосредственно химиотерапию. Что хочу сказать, что да, синтезит, он способствует снижению побочных действий химиотерапии, лучевой терапии, он буквально защищает здоровые клетки организма. Это уже многократно доказано. До конца, может быть, еще не изучено, но такое действие есть. Вот. То, что волосы не выпадут, да, вот вы будете делать, допустим, кто-то будет нас смотреть потом, и он будет думать, принимать синтезит, не принимать. То, что вот сейчас Виктория говорит, уважаемая, что волосы не выпали. У кого-то волосы могут выпасть, у кого-то вот могут волосы не выпасть. Мы тут гарантировать, как говорится, не можем, потому что от многих факторов зависит. В данном случае вот Да, у это мужа Виктории не выпали волосы. да. Да, вот это вот я хочу обратить внимание. И еще, уважаемые зрители, обратите внимание, то, что Виктория говорит, лекарства, когда вот, насколько я понимаю, малярия – это некий род паразитов в человеке, который постоянно Да, проживает, да, и у него есть циклы размножения, и когда вот происходит цикл размножения, важно его подавить. Иммунитет подавляет. Но когда ты, значит, погуляешь там по солнцу, физическая нагрузка, понервничаешь, вот тогда она проявляется. А так мы, ну, тут уже живем с малярией, и мы знаем, что ее можно обмануть, можно почувствовал как-то нехорошо, можно перележать, да. Я хочу на что внимание Просто обратить, на то, что когда вот Виктория принимала лекарства, да, вот вы говорили, вы лекарства принимали с синтезитом вместе, и таких побочных эффектов сильно не было от этого лекарства, то есть гораздо быстрее восстанавливаешься, как вы сказали. И вот, уважаемые зрители, да, то есть смотрите, есть химиотерапия, человек принимает химиотерапию, синтезит, организм синтезит защищает от побочных эффектов химиотерапии. Муж Виктории ездил за рулем на химиотерапию, возвращался обратно. Про это то же самое нам говорят и другие потребители синтезита, когда все в палате вокруг кого тошнит, кто страдает, вот человек с синтезитом, он себя хорошо чувствует. И то, что вот Виктория, да, принимает противомалярийные средства, и потом нет побочных эффектов, тоже быстро восстанавливается. Если антибиотики принимаешь, быстро восстанавливаешься. После токсических там каких-то других поражений, да, там после алкоголя человек быстрее восстанавливается. То есть мы видим, что синтезит, он защищает не только там при химиотерапии, а в принципе любое агрессивное воздействие, которое есть от любых лекарств. Синтезит может помочь организму их легче перенести. Это, конечно, очень интересное свойство, но требует внедрения в массы, так сказать, да, чтобы у людей жизнь была качественной. Но я сколько писал в разные онкоцентры, в частные, в государственные, я не получаю ответов. То есть я пишу, есть такой вот у нас эффект от синтезита. Помогите вашим людям испытывать меньше неприятностей от химиотерапии, от лучевой терапии. Мы вам предоставим для тестирования образцы продукции. Вот знаете, Виктория, мне вот, я вот много раз писал, никто не ответил, ни один раз. Вот как бы, понимаете, то есть вы ситуация какая. знаете, вот здесь тоже. У нас, у друзей, вот, ну вот когда он болел, у него есть друзья, ну, за границей живут. Они время от времени приезжают в Гану. Вот. Ну, все его возраста, конечно, ему сколько, ему там 65 лет. Вот. И уже на всех там болезни какие-то нападает кто-то там. Но они живут в Европе, там больше шансов, медицина более лучше развита, чем в Африке. Вот. И у него есть опыт этого синтезита. Вот так, что очень хорошо. И люди образованные как-то. И им советуешь, это отскакивают, не принимают почему-то. Ну, это, знаешь, судьба такая у человека, да, вот Бог ему показал путь, вот, в виде кого-то, да, допустим, Вселенная показала, вот синтезит есть, но человек не хочет, как бы, ну зачем его заставлять, это Но проблема человека. его не может убедить, не может убедить. Вот я ему показываю
кучей пустых коробок. Вот я его столько выпила. Вот он. Ой, да, а как заказать, а как то. Ну ты же в Англии живешь, ты же знаешь, как заказывать. Это не то, что вот мы в Африке, мы не знаем, может, как вот это онлайн, и у нас банки не выпускают нас делать эту транзакцию. Ты же там живешь, у вас там это поставлено. Вот, даю, посылаю то и то и то, нет. А человеку там, вот он пытается со своей, ну я не знаю, что там было, простатит или как он там называется, вот. С этим пытается бороться. Вот там он что-то пропил, ему легче стало, он приехал сюда. Ну, не знаю. Сейчас я его уже не видела какое-то время. Может, Но 3 вы месяца. хорошее дело сделали, вы человеку показали, рассказали, там уже как он сам принимать решение будет, это его проблема. Вы свою миссию, так Пожалуйста, сказать, ознакомительную выполнили. я показываю тебе. Вот, не знаю. Ну, вот это нормально. Люди, они, может, думают, что вы рекламировать пытаетесь, что там заработать Да, что-то с только этого. я продаю, или, ну, интересно. Да, хотя вы от чистой, так сказать, от чистого сердца просто пытаетесь помочь, Да, это вот нормально. я делюсь с этими, со знакомыми, вот этим. Ну ладно, Ну Господи. а что далеко ходить, если, допустим, вот даже у меня, к примеру, да, там мама с папой, ладно, постоянно пьют, но они близкий круг, да, так сказать. Сестра, допустим, да, там с детьми видит, что помогает, и то редко очень покупают. Про тети с дядей я вообще молчу. То есть кто-то там, может быть, по разу попробовал, даже помогло где-то, да, но чтобы вот постоянно покупали, то есть если уж близкий, да, вот как бы это, то знакомые, это как, ну, после всяких, знаете, гербалаев и прочих там порошков, которые появлялись на рынке, да, у людей ставни закрыты, восприятие, они думают, что вот все вокруг реклама, и что не существует таких моментов, когда просто ближний твой может посоветовать тебе что-то сделать такое, чтобы тебе помогло. Нет, если ты скажешь то, что вот какое-то упражнение сделать, да, и тебе поможет, потому что оно бесплатное, человек тебе спасибо скажет. Если ты скажешь, что есть продукт, который, да, он стоит денег, но он высокоэффективный, он помогает здоровье восстанавливать, жизнь сохранять, но он подумает, что ой, это какая-то, наверное, реклама, Ну, что такого не бывает. вот, видимо, люди как-то они не заморачиваются вот своим здоровьем, там, поискать, почему у тебя возникают проблемы какие-то. У меня, собственно, проблемы с зрением, у меня катаракта меня одолевает. Вот. И я все время пыталась узнать, почему. Почему? Потому что приходишь в больницу, тебе врач ничего, у тебя даже врач со степенью со степенью необыкновенный врач, а образованный очень. И говорит, от чего это? От чего оно может быть? Ну и вот я там все искала. Я вам когда первый раз звонила, я вам говорила, что мне книга попалась одна. А я вот начала про железо искать, ну тогда вот я и выскочил еще синтезит, это еще было до 2019 года. Вот там разработки, все было в процессе. И вот я так следила, и потом первые заказы пошли где-то в 2020 году, первая партия там вышла. Вот. Но я уехала уже с России, я была тогда в России, я уехала, и все. Ну, это уже последним самолетом перед пандемией улетала. Вот. И как бы для меня это все закрылось, и я вот лежу на диване, и вот мне приходят вот это видео, выбрасывается YouTube, отзывы о синтезите, я их вот так читаю, мечтаю, что я его куплю когда-нибудь. Вот. Ну и купила. Очень понравилось. Ну и хорошо, И сейчас, молодцы, что дождались, что купили все-таки, правильно сделали, правильно. ну вот что я еще хочу сказать. У меня дочь, она работает онлайн, работа у нее в Америке онлайн, и училась онлайн в России, и вот она была в Гане, и у нее, получается, разбросы такие, спать некогда. Там заканчивается работа, начинается то, и нарушено абсолютно, вот сон нарушен. И вот я ей давала синтезит. Вот только одна дочка, а другая дочка, ну никак. Невозможно ее убедить, что синтезит это будет хорошо. Выпей это, и все.
И она говорит: ой, я так хорошо поспала. Просто никто не спрашивал, как ты себя чувствуешь после синтеза. А она говорит: я так хорошо выспалась. Вот. Вот что я хочу сказать. Хорошо, хорошо, Виктория. Но я благодарю за то, что вышли на связь. Ну, еще я хочу сказать, что у меня Давайте. обновились ногти на ногах обновились. А что было с ногтями не так? Ногтями ничего у меня не было, ничего не было. Ну, я же пила, я же не... Вот я выпила, 3 упаковки выпила, да. Особо как бы у меня, кроме давления, как бы таких там еще проблем нету. И особенно я-то пила вот всякие БАДы, аминокислоты всякие, там вот эти минералы, я-то пью. Как бы я не запускаю организм свой. Я уже к нему прислушиваюсь. И сейчас я поняла, надо вот эти такие микроэлементы и аминокислоты. Вот что может помочь организму, а не эти таблетки вот тупо, вот эта химия. И у меня как бы волосы, ну вот здесь сухо, и они крашеные. И волосы стали лучше. Стали лучше волосы, и вот и ногти. Пошел расти новый ноготь, и потом старый он отпал. Вот так. Ну, Там отлично. говорилось, да. Ну, конечно, да. Ну, это, да, это Ну, там, многократно, многофакторное действие. грибка там у меня ничего не было на ногтях. Ну вот, просто вырос новый. Хорошо, хорошо, супер. Уважаемые зрители, интересный сегодня был пример. Виктория рассказала про себя, про своего мужа. Вы услышали про комплексное действие синтезитов и при химиотерапии, и при снижении побочных эффектов при малярии, и вот про энергию. Виктория нам в самом начале говорила про то, как жизненные силы увеличились. Потом мы узнали и про волосы, и про ногти. Ну, я думаю, что и в комплексе на здоровье это, конечно, все сказалось. Про дочку рассказала, как сон нормализовался синтезитом. Синтезит оказывает такое мощное действие на весь организм, потому что он прежде всего работает с кровью, восстанавливает ее характеристики, параметры насыщения кислородом, со стволовыми клеточками работает, снижает действие свободных радикалов на здоровые клетки в том числе. То есть у синтезита очень много эффектов, но главное то, что вот он действует на кровь. Это не БАД в прямом смысле этого слова, он не призван компенсировать дефицит. Но если у вас есть дефицит чего-либо, синтезит поможет этот дефицит компенсировать, потому что просто у вас будет лучше работать пищеварение, уважаемые зрители, это тоже очень важно. Виктория, я вас благодарю за то, что вышли на связь, мне было приятно с вами пообщаться. Что хотела, забыла, что-то хорошее хотела сказать. А вы мне, если вспомните, потом напишите в WhatsApp. Я, если что, видео буду монтировать, я вклею видео, вот, ваше сообщение. Это такое тоже можно делать. Вот. Да, благодарю, что вышли на связь, что уделили время. У вас проблема там с электроэнергией есть. Вот что я хотела сказать. Я пытаюсь сделать так, чтобы у меня всегда была как скорая помощь, была бутылочка. Если там плохо, покапать. Вот. Сейчас у меня дочь заказала, я заказала 10 упаковок. Вот она, я не знаю, вот купила, она не купила, потому что она не знала, как... она в общежитии живет. И так как она работает и учится, у нее нет времени ни туда ходить, ни забирать. И вот она не знала, что такое, объясняла, что такое СДЭК, как с ДЭКом ее доставку. Я понял, хорошо. По поводу скорой помощи, да, уважаемые зрители, всегда имейте дома, если вы принимаете синтезит, конечно же, имейте дома запасной бутылек, пузырек, там, кому что нравится, да, из нашей продукции, просто пусть лежит. Да. По поводу того, насколько долго синтезит действует, то есть надо понимать, что когда вы перестаете принимать синтезит, организм будет потихоньку возвращаться к предыдущему состоянию. Это произойдет не обвалом, не сразу кончится энергия, нет, организм потихонечку будет возвращаться. Поэтому перерывы больше месяца, конечно, лучше не делать. Можно делать и больше, да, то есть как бы никто не запрещает. Но лучше все-таки вот курсы пропивать, чтобы кровь поддерживать в этом состоянии. Особенно если есть какая-то вот, как вот, к примеру, там малярия, да, там есть, то есть. Я вот хочу сказать, что первый это у вас был там, что там, витамин С был там,
первый ваш базовый синтезит. А теперь там уже добавляются всякие аминокислоты, что-то такое добавляется в синтезит, да? Вот. И если, я думаю, восстановить организм можно вот кислородом и вот этими аминокислотами. А тем более у вас уже есть вот синтезит с аминокислотами. Ну да, Я думаю, да, что да. очень будет хорошо для организма. Конечно, то есть это просто вот я, допустим, к синтезиту отношусь как средство, как профилактика состояния своей крови, да, как говорится. То есть ты принимаешь его, у тебя кровь в отличном состоянии, соответственно, тебе хорошо. Ты перестаешь принимать, кровь потихонечку снижает свою эффективность, как бы там. Дело в том же, что я так понимаю, что то, что мы едим, там недостаточно вот этих микроэлементов. Да, Там вот такой как недостаточно. синтезит там вообще в принципе нет, потому что если бы было, нам бы не нужен был бы синтезит. Но я вот, допустим, вижу, да, что есть, к примеру, ребята, здоровый образ жизни ведут, они там, кто-то вегетарианец, кто-то мясоед, да, разные, но все равно там после там 30 лет активность снижается, то есть независимо от образа жизни, может быть вегетарианцем, но все равно что-то вот не то, он может быть мясоедом, как бы спортом заниматься тоже, начинает принимать синтезит, начинает чувствовать себя как в детстве, то есть и получается, что этот элемент его просто не хватает в обычных продуктах питания, как Да, вода, да. может быть, вот эти микроэлементы могут идти в связке с этим, с железом. Может, организм будет лучше их воспринимать. Потому что когда мы пьем эти микроэлементы, вот эти, ну, магний там, что там еще, там же он же плохо усваивается. А может быть, как-то вот, ну, это вам надо работать над этим. Ну да, но для этого у нас есть, допустим, продукт, иммуноактив называется, да, в котором есть водоросль фукус и есть синтезит. И вот в связке, получается, там в фукусе и кальций, там, и магний, и медь, там что только нет в этом фукусе. А организм все, что надо, оттуда достанет вместе с Достанет. синтезитом. Достанет, да, и усвоит. А если принимать вот какой-то чистый, как вы говорите, магний, да, то есть надо понимать, что для организма чистый элемент концентрированный какой-то вот такой, да, которого усваивается 6%, да, как считается там, или сколько процентов. Ну, там О, 4% четыре магния в процента, саде. да, представляете? То есть ты сколько-то миллиграмм там съел его, да, а для кишечника это токсично. То есть это чистый, это как, не знаю, как кислоты на кожу пролить. Для кишечника, мне кажется, вот для желудка это вот что-то такого, когда ты вот ешь какой-то чистый элемент, это как бы агрессивная среда. Организм должен получать из продуктов питания, из каких-то вот, сам доставать. Но вот и синтезит тем и отличается, что вот он без всяких продуктов питания отлично усваивается. А в связке с водорослями, допустим, он вообще тоже отлично работает. Хорошо, Виктория, не смею больше вас задерживать. Я еще раз вас благодарю. И маленькая традиция нашего канала – пожелания нашим зрителям от вас. Ой, пожелание вашим зрителям: преодолейте вот этот барьер и попробуйте синтезит на себе. Хорошо, И, спасибо. и вам понравится, это будет как скорая помощь. Скорая помощь. А вот еще что я хотела сказать, кстати. Вот как у меня давление было, и поход к врачу мне стоит как 3 упаковки синтезит. Да. Консультация к кардиологу. 3 упаковки синтезита тогда стоили дешевле, чем проконсультироваться у кардиолога. Вот что я хочу сказать насчет того, что дорого. Ну да, да. А давление вам синтезит помогает корректировать? Но дело в том, что давление, я же начала над этим работать, и вот как там коэнзим 10, Q10, да, Q10 и всякие аминокислоты. Ну вот я уже пропила до этого, у меня доступа не было к синтезиту, так я уже пила аминокислоты. И сейчас мое давление, оно сошло с тех высоких этих показателей, уже оно легче восстанавливается, и все, как бы я эту проблему для себя сняла. Ну, отлично, да. Все, я благодарю за совет. Уважаемые зрители, да, пробуйте синтезит, пробуйте животным своим давайте синтезит. Капельки очень удобно собакам в рот закапывать. Да, Я да. сам пользуюсь, да.
пробуйте, используйте, вы все на себе сможете сами проверить, как говорится. Лучше один раз проверить, чем 100 раз увидеть, и один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому Ну все в да, ваших ну руках. там, да. Еще, ладно, но это мы уже. Так, еще не до конца я могу сказать. Но я пытаюсь использовать синтезит, капли в крем. Так у нас сейчас Вот. есть крем отдельно, мы выпустили, крем-синтезит. Я знаю, вы выпустили, Да. я видала. Можете капать, да, можете добавлять в Ну крем, в так, ну, принципе. тоже удобно. У тебя вот бутылочка скорой помощи стоит. В капли, в крем, капнула в рот, поехала по магазинам. Да, все правильно. Хорошо. Еще раз благодарю вас за предоставленную информацию. Желаю вам, вашему супругу, вашей семье здоровья. Зять в России, молодец, что помогаешь теще. Правильно делаешь, абсолютно. Моя теща тоже принимает синтезит, очень довольна. Щитовидные узлы, кстати, у нее там рассосались. Ну, есть такое действие синтезита в том числе. Хорошо, уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, это интервью с Викторией из Ганны, Африка, Александр, Синтезтех, Россия, синтезит. Ставьте лайки, делитесь со своими знакомыми, близкими. Кому-то это может помочь. Кому-то может помочь спасти жизнь, кому-то может помочь восстановить здоровье, кому-то может помочь сохранить здоровье. С вами был Александр, Виктория. Всего хорошего. До свидания. До свидания.